Привет, дорогие друзья! iOS 26 публичная бета уже давно доступна. В сегодняшнем видео мы установим iOS 26 на iPhone 12, именно на такого старичка, и посмотрим, как работает система на iOS 26, как держит аккумулятор, что с нагревом и как работает система именно на iPhone 12. Посмотрим новый дизайн, что там будет интересненького. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Начнем, пожалуй, с веса обновления. Вес обновы на мой iPhone 7,6 гигабайт. Это еще потому, что я обновляюсь с iOS 18.6, а если будете обновляться с более ранней версии, то обновление будет весить в пределах 9 гигабайт. Это достаточно много, это очень крупное обновление, даже на iPhone 12 оно будет весить вот столько. Пугаться не стоит, место на iPhone оно не займет, оно просто перезапишется по новой, это нормальная практика. После того, как обновление уже станет, мы получим вот такое вот уведомление, что обновление PO26 будет обновляться автоматически, но это потом можно будет настроить. Также потом мы получаем, что включается у нас аналитика и улучшения, а это значит, что нам придется после установки iOS 26 ее изначально перенастроить. И вот такое вот приветствие нас встречает. Дизайн, конечно, в iOS 26, вот этот вот новый под названием Liquid Glass, конечно, реально красивая штука, очень прикольно выглядит, то есть эффект прозрачного стекла. Сейчас мы все увидим дальше в видео. Ну и забегая наперед, реально дизайн iOS 26 лично мне очень сильно понравился. В вызовах также произошли изменения, мы теперь можем перейти в вызовы и посмотреть. Во-первых, посмотрите, как плавно вылетает анимация, теперь красиво вот так вот, когда нажимаешь на кнопочки. И когда мы нажимаем на контакт, теперь чтобы позвонить, нам нужно нажать на вот эту трубочку. Это неудобно, как по мне. А если ты жмешь просто на контакт, у тебя вылазит вот такое меню, а потом еще предлагает, каким способом позвонить. Но благо Apple позаботилась об этом, и это можно изменить. Сделать вот классический вид, и все будет как по-старому. Вот это, как по мне, намного практичнее и удобнее, как было до этого. Потому что так, как они сделали, это не очень удобно. Ну, это, как по мне, неудобно. Может, для кого-то это будет и поудобнее. Ну, мне нравится, что они предоставляют право выбора. Теперь, если мы перейдем в редактирование иконок, вот эти вот минусы, которые появляются, у нас на двенашках здесь осталось все классически. А на более новых моделях, 15 Pro, 16 iPhone, этот минус такой получил эффект жидкого стекла, такие полупрозрачные. Тут мы жмем «Настроить». И здесь у нас появилась возможность сделать иконки тоже прозрачные под iOS 26. И большие и маленькие иконки теперь делаются вот так. Здесь тоже произошли изменения на iPhone 12. Ну, конечно, мы не получим всех плюшек, таких как получат более новые модели. Но, тем не менее, iPhone 12 достаточно много чего получил в новом дизайне. Дизайн, еще раз повторюсь, очень классный, вызывает эффект вау и мне очень сильно нравится. Ну, а теперь зайдем в пункт управления. Теперь он выглядит вот так. Тоже реально классно. Ну, не такая прозрачность, конечно, как на iPhone 16, там и поновей. Если мы зажмем редактирование, здесь тоже вот выглядит, ну, все реально, ну, кайфово, согласитесь. Если мы перейдем в будильник, то будильник у нас изменился. В плане, когда он звонит. Теперь он будет выглядеть вот так. То есть это, наверное, кнопки, чтобы не промахнуться, когда будешь сонный. В шторке уведомлений также произошли изменения. Теперь уведомления как бы видно хорошо, а обои затемняются, чтобы как бы создать эффект того, что у вас уведомления впереди пространства. То есть вот так это происходит, тоже с прозрачным эффектом. Ну, на двенашке он чуть-чуть ужатый, на моделях поновее еще красивее это смотрится. В iOS 26 появились новые обои, вот так она выглядит, эта обоина, она как бы так двигается, когда ее телефон чуть-чуть наклоняешь, происходит такое вот движение в обоине. Часы можно растянуть, и сама обоина двигается во время того, как часы вот растягиваешь, то есть такой эффект интересный достаточно. Ну, вот такая обоина присутствует теперь в iOS 26. Также теперь, если перейти в редактирование обоев и выбрать какую-то свою фотографию, которая там как объект на каком-то фоне. Вот, например, возьмем вот этого вот карася, я был на рыбалке, поймал такого вот карасика. У нас появилась вот такая вот кнопка, если на нее нажать и подождать какое-то время, то происходит генерация пространства, и то есть получается такой эффект 3D, то есть как бы картинка отделилась в пространстве, и так теперь, когда телефон двигаешь, то происходят вот такие движения.
Это выглядит тоже прикольно, очень прикольно выглядит, но это можно сделать не только в обоях, а если даже зайти в фото, в галерею, взять картинку, и тут есть такая вот кнопка генерация пространства, нажимаешь на нее и происходит то же самое. Как бы объект отделяется от фона и получается он двигается, получается вот такой вот 3D эффект. Очень классно получается. В галерее тоже у нас произошли изменения. Если мы перейдем в фото, во-первых, посмотрите, как отрабатывает анимация. Вот этот вот Liquid Glass, когда нажимаешь на кнопку, очень приятно. Если потянуть вниз или вверх, то по краям, вверху и внизу тоже видно это жидкое стекло эффект. Тоже выглядит очень прикольно, очень эффектно. И вот так, когда перекладываешь, также чувствуется этот эффект жидкого стекла. Вот на кнопке прям такое, как будто стеклянная кнопочка. Вообще классно, кайфово так выглядит. Если потянуть вниз, то у нас здесь есть коллекция и медиатека. То есть, если переключить на коллекцию, то у нас будет как на S18. Если медиатека, то будет как ранее. А если потянуть вверх, то у нас там годы, месяцы и все. Ну, то есть, удобно сделали, предоставили право выбора. Вот такие вот анимации здесь теперь появились. В общем, галерея тоже потерпела изменения, как по мне, сделали удобнее, чем в iOS 18. Также изменилась камера. Если мы первый раз заходим в камеру после обновления, то мы получаем вот такое вот уведомление о том, что здесь новый дизайн. И для того, чтобы переключиться между объектами, нужно потянуть влево или вправо, и тоже как бы присутствует такой эффект стекла. Тоже классно все сделали. И для того, чтобы получить доступ к настройкам, вверху камеры есть кнопки теперь. То есть не нужно лезть в настройки. Все находится внутри камеры и можно настроить здесь. Приятные такие анимации. В общем, вот такая камера на S26 на iPhone 12. Перейдя в настройки, теперь тоже мы можем видеть, что поиск у нас внизу и тоже присутствует такая легкая прозрачность. Вот так теперь выглядит поиск у нас. У меня был на 12, ранее он вверху на iOS 18. Также если мы перейдем в настройки и зайдем в Face ID, теперь оно как бы прилетает анимация по диагонали. А код-пароль для того, чтобы ввести, сместили немножко влево. Почему такое решение непонятно, ну теперь это выглядит вот так. Но анимация прикольная, прилетает прикольно в принципе. Теперь если мы зайдем в настройки, в аккумулятор, то мы здесь увидим тоже небольшие изменения. Теперь у нас показывает последнюю зарядку вот тут вверху и автояркость сюда перенесли с настройками. То есть вот так теперь выглядит аккумулятор. Также зайдя в настройки основные и там где обновление ПО, теперь можно посмотреть версию сборки прямо здесь. Нажимаем подробнее и мы видим версию сборки нашего обновления ПО. Версию модуля Wi-Fi и сотовой связи также здесь изменили. В iOS 26 к Wi-Fi претензий нет, а вот к сотовой связи у меня претензия есть. И иногда бывает, разговариваешь по телефону и просто такой раз, бац, и сбой вызова. Напишите в комментариях, у вас также бывает такое или это только у меня. Потому что это очень некомфортно, и это очень мне не нравится. Я надеюсь, что в следующих версиях iOS это исправят. В плане производительности достаточно все неоднозначно. Анимация вроде отрабатывает стабильно, но подлагивание есть. Особенно, кстати, если переходишь в редактирование, в панель управления, в его редактировании. При скроллинге здесь происходят дичайшие лаги. На iOS 18 были лаги, но не такие сильные, как на iOS 26. Но это еще может быть из-за того, что это iPhone 12. Это все-таки старая модель достаточная. Может, она не вывозит новую систему. Аккумулятор, кстати, держит на ней плюс-минус адекватно. Так же, как и на iOS 18. Стоит ли ставить обновление iOS 26 сейчас? Я бы пока, наверное, не советовал. Потому что я поставил, я первые 2 дня пожалел сильно. Потому что оно сильно все лагало. Но это, в принципе, нормально. Пока система адаптируется под ваш iPhone. Прошло уже время, тем более ролик этот я снимал в течение недели, чтобы понять, что как работает. На момент выхода этого видео уже доступна iOS 26 бета 5. Ну и на этом в принципе все. Вот такие нововведения в iOS 26 для iPhone 12. Кому было интересно, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. Встретимся в новом видео. Пока.